Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Телеканал АТВ познакомил нас с новым сериалом под названием «Ветреный». В данном видео я ознакомлюсь с кратким содержанием всех серий, которые уже вышли. Те, которые пристально следят за сериалом, уже знают, что происходило в каждой серии. Поэтому пока нет новых серий сериала «Ветреный», давайте вспомним былые времена сериала «Ветреный». Турецкий сериал «Ветреный» показывает нам историю о невозможной любви, зародившейся из мести. Сегодня у нас содержание с 1 по 10 серию сериала «Ветреный». Поехали! Первая серия. Миран Асланбей, который прибыл в Медьят, представившись бизнесменом, предложил Насуху Шадоглу намного больше, чем просто партнерство. Он попросит руки его внучки Рьян. Однако глава самого властного семейства в городе Насух имеет свои планы на Мирана, которого считает хорошим женихом для внучки. Он отдаст Мирану внучку, однако не ту, которую любит. В то время как Насух будет пытаться уговаривать Мирана, он не будет подозревать о планах, которые есть у Мирана относительно него. Пока все будут находиться в ожидании решения мужчин, новость, пришедшая в особняк, глубоко затронет жизни Риян и Ярен и коренным образом изменит их. Какое влияние окажет на судьбы двух семей история любви, которая начнется зарождаться на многовековых землях Медьята? Сумеет ли эта история воссоединить харизматичного бизнесмена Мирана из Стамбула и Риян, о красоте которой говорит весь город Медьят? Миран делает предложение семье Риян забрать ее в жены. Семье приходится согласиться. Девушка счастлива, ведь она понимает, что влюблена в него. Наступает день Хны. Ветреный в своей первой серии сделает нас свидетелями любви с первого взгляда, которой придется пройти через тяжелейшие испытания. Итак, друзья, вторая серия. Миран почти приблизился к конечному этапу плана мести, который строил фактически на протяжении всей жизни. Однако сюрпризы жизни, которые он не взял в счет, поджидают его у ворот. Мальчик, который рос с озлобленностью и ненавистью к семейству Шадоглу, со времен начнет ощущать в своем сердце совсем незнакомые для себя звуки, чувства. Однако у Азизе Асланбей, которая понимает свои планы в случае такого поворота событий. Как из этой путаницы спасется Миран Асланбей, мысли и сердце которого находятся в замешательстве. Азат, который больше не может терпеть все это, приложил все усилия, чтобы отговорить Рьян от свадьбы. Азат, который готов пойти на все, чтобы защитить Рьян, станет причиной большой трагедии, сам того не желая. Он хочет подстрелить Мирана, но из-за борьбы и ссор пуля попадает в Гюль. Ее увозят в больницу. Миран после брачной ночи оставляет Риян со словами: «Ты мне никто», и все это было ложью. Счастье, основанное на чьем-то несчастье, будет мстить за самые невыносимые страдания, когда наступит день. Содержание третьей серии. Мое сердце не охладело, мама. Одна половина все еще теплая. Риян не может пережить свою боль и решает поджечь хижину. Ее спасает Азизе и везет ее на площадь. На площади, где много народа, женщина выбрасывает девушку из машины и говорит обидные слова. Это позор для девушки. Состояние Гюль еще неизвестно, она находится в коме. Миран, узнав, что хижина сгорела, не верит в смерть девушки. Он ищет и находит ее. Риян помогает один прохожий дед. Он советует ей вернуться домой, что она и делает. Дома ее ожидает ужас и злость Насуха. Ярен и ее мама только радуются положению девушки. Миран понимает, что не может оставить Риян в таком состоянии и решает забрать ее из дома. Содержание четвертой серии. Человек умирает единожды.
Особняки Шадоглу и Асланбей в напряжении. Новость о прыжке Мирана и Риян в реку шокирует весь Мардин. Теперь всем интересно, живы Миран и Риян или же мертвы. Хазар, который ни при каких обстоятельствах не хочет принимать мысль о смерти своей дочери, решительно настроен найти ее, а Миран, прыгнувший без колебаний с моста в реку, сумеет спасти Риян. Теперь ему нужно найти уединенное, тихое место вдали от посторонних взглядов. Единственная цель Мирана, которому на руку то, что все считают их мертвыми – уберечь Риян. Однако есть одно «но», о которой Миран не знает. Риян, пережившая множество потрясений, страданий, не хочет ни жить с ним в одном доме, а уж тем более находиться с глазу на глаз. Риян сделает выбор, который сделает их либо возлюбленными, либо врагами, и она выстрелит из пистолета, направленного в сторону Мирана. Содержание 5 серии. Семья Асланбей пребывает в шоке, когда Миран приводит в особняк Риян. Когда Риян наконец-то обретет свое счастье, ведь в особняке ее ждут трудные времена. Каким будет ответ Азизы Асланбей на поступок Мирана, о котором уже узнал весь Медьят? Справится ли Генуль с этим грузом, когда она уже столько лет мечтает о Миране? Зехра Шадоглу придет к особняку Асланбей, чтобы спасти свою дочь, мать, которая со дня свадьбы переживает только тяжелые дни и боль, встречается лицом к лицу с Мираном. Анна не выдерживает и дает пощечину Мирану. Сможет ли Зехра вернуть дочь? Ярен планирует план мести, обвиняя Риян в том, что она потеряла все из-за нее. Она отправляется к Мирану, чтобы пригрозить ему. Кто же является целью Ярен, которая не намерена проигрывать? Содержание 6 серии. Я никогда себя так не чувствовал. Миран тайно отправляет Риян в особняк Гюль, которую только выписали из больницы. Малышка Гюль, которая безумно соскучилась по сестре, будет шокирована при виде нее перед собой. Сестры, которые воссоединились после долгой разлуки, еще не подозревают обо всем, что с ними произойдет чуть позже. Риян ловит дедушка и хочет убить. Спасение девушки будет Миран и Гюль. Ярен Шадоглу снова проворачивает свои дела. Азизе Асланбей, которая разработала план, чтобы защитить Элиф, потеряет доверие своей внучки. Элиф, которая узнала обо всем, что семейство Асланбей заставило пережить Риян, отныне не будет молчать всему происходящему в особняке. Элиф, не выдержав давления в особняке от Азизе, уходит. Миран заступается за Риян в особняке, в очередной раз доказывая, что она ему дорога. Он понимает, что в особняке ей не стоит жить. Он делает ей сюрприз и увозит в другой дом. Азат, Генуль, Ярен затеивают план. Генуль рассказывает Риян, что она является женой Мирана. Содержание 7 серии. После того, когда Риян узнала, что Миран женат, Риян принимает предложение Азата, пытаясь справиться с тем фактом, что у Мирана дома живет его законная жена. Риян уходит под крылья Азата. Азат идет против всего особняка Шадоглу, явившись, держа Риян за руку. Однако его слова затронут сердца всех в семье. Предложение Азата создает эффект землетрясения в особняке Шадоглу. Миран, не знающий, что делать, сможет ли справиться с тем, что Риян станет женой Азата. К Мирану приходит Хандан и предлагает ему свой план. Он соглашается. Риян приводят к Мирану. Он просит ее уехать с ним. Девушка отказывается и, взяв за руку Азата, уходит. Содержание 8 серии. Хазар идет на кладбище, чтобы посетить могилу мамы Мирана. В то время встречается с Мираном, где Миран и наводит на него пистолет. После этого Хазар приходит домой, чтобы поговорить с Риян. Риян говорит отцу, что не сможет быть с Азатом
и просит помочь убежать. Риян со служанкой уезжают в село. Азат узнает о том, что Риян убежала. Думает, что это дело рук Мирана. Берет пистолет и решает идти в особняк Асланбеев. Но его останавливает. Миран от Гюль узнает о том, что Риян убежала и отправляется на поиски любимой. Риян с Мелике приедут в село. Сначала будут сцены флешбека, покажут воспоминания. Миран ее туда привозил в начале отношений. Поцелуй оттуда. А потом уже продолжаются реальные сцены из села. Стук в дверь. Дверь открывает Мелике. Все члены семьи выходят встречать позднего гостя. На пороге стоит Миран. Он говорит, что он муж Риян и приехал за женой. Содержание 9 серии. Бабушка и дедушка Мелике узнают, что свадьба Мирана и Риян была не настоящей. Приезжает Азат. Между Мираном и Азатом возникает ссора. Каждый хочет Риян. Вот это да. Узнав от Гюль, Хазар едет в деревню и забирает дочь с Мелике и привозит обратно в особняк. В особняке приезжает адвокат и сообщает нехорошие новости для Насуха. Насух винит во всем Риян и избивает девушку. Риян идет к Мирану в офис и хочет выстрелить в него. Миран обнимает ее и говорит: «Риян нет, Мирана тоже нет». Появляется Хазар и забирает дочь и привозит обратно в особняк. В особняке Насух снова кричит на девушку. Появляется Миран и просит обменять Риян за их долги. Содержание 10 серии. Насух не дает согласия Мирану поменять Риян на долги. Он говорит, что Риян выйдет замуж за Азата. После услышанного Миран начинает страдать и винить себя во всем произошедшем. Гюль помогает встретиться Фырату с Риян. Фырат пытается объяснить Риян, что Миран любит ее и не хотел обменять ее на долги, но это был последний выход из ситуации. После данного разговора Риян едет к Мирану и просит поехать в одно место. Этим место оказывается сгоревшая хижина. Именно там Миран бросил Риян, именно там история повторяется. Риян рвет отношения с Мираном. В особняке Шадоглу идет подготовка к свадьбе. Миран ночью приходит в особняк к Риян и пытается отговорить ее от такого шага. Но Риян говорит, что знает, что он женат. Миран приходит в свой особняк и говорит Гинуль, что разводится. Наступил ночь хны. Миран приходит на лошади к особняку Шадоглу. Риян, нарядившись, выходит из своей комнаты. Азат, увидев ее, радуется, ведь совсем скоро она будет его женой. Гюль помогает Мирану. Миран похищает Риян. Сериал ветреный, полон сил и заслуживает высоких рейтингов. Не так ли, друзья? И на этом у меня все. Всем большое спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем прекрасного настроения. Пока, до встречи.